Всем привет! Вы на канале Тимофей из Китая. Сегодня у нас выпуск про тачки. Ну-ка еще раз вот этот логотипчик покажи. Ага. Вот, кто знает, что это за марка, получит конфетку. Вот. И приехали мы, собственно, в этот салон снять одну интересную машинку. В России про нее, конечно, все уже знают, но в Китае она все еще популярна, очень даже популярна. Кому это принадлежит, эта марка, собственно? Это концерн Great Wall. Вот Haval, вон там, вон, видите, все вместе. Haval у нас в России все знают, как облупленный. Вот. Way, наверное, поменьше. Это такой премиальный бренд Great Wall. Но под самой маркой Great Wall тоже еще что-то производится. Вот, вот эти вот и вот эти вот пикапчики. Это все Great Wall. Вот. Ну а Way это премиум суббренд. И пришли мы сегодня поснимать, конечно же, танк 300.追逐流行色，不如成为流行色。坦克300城市版，硬派潮品。你好，你好。Смотри, глаза разбегаются. Вон, смотри, есть оранжевый. Слушай, целый танковый парк здесь, да? Ага, а вон танк 500. Ну, мы его как-нибудь в следующий раз посмотрим. Зацени, вот такой зелененький есть. Это уже обвесы дополнительные. Вот еще вот такой черненький. Ну, черненький какой-то некрасивый, да? Он на гелик похож, вообще отстой какой-то. Еще вон там он серенький стоит. Да сколько их здесь? Можно, кстати, в качестве затравки еще вот эту машинку показать. Опять же, кто знает, что это. Глянь вот сюда. Что здесь написано? Вот так она называется. Ланшан. Голубая гора. Про нее тоже снимем, это новиночка. Ну, попозже. Сегодня нас танки интересуют. Вот. Мне вот этот вот нравится больше всего. Давай его, наверное, первый посмотрим. Давай. Так, ну и в принципе, про танчики. На рынке они уже несколько лет. Мое первое знакомство было интересным с этой машинкой. В общем, отдыхаем мы на море, как обычно, в палаточках на берегу. И тут утром меня будет шум моторов. 越惊天动地，越坎坷当前，越一往无前。 Вылажу, смотрю, по песку носятся вот эти вот агрегаты. Вот они были в основном все серые, штук 5-6. Носятся, наворачивают восьмерки. 车有2种，一种叫车，一种叫坦克。智能豪华越野 SUV， 坦克300，无路闯出路。 Вместе с ними еще было 2 прадика. И вот эти танки вот гоняли там повсюду, как могли. А прадики все время застревали. Не знаю, с чем это связано. В общем, 5 минут, и прадик застревает. Подъезжает танк, дергает его, и они дальше носятся вместе. Еще интересный момент. Вместе с ними гоняла Audi Q6 Quattro. И вот она, как ни странно, не завязла ни одного раза. Вот. Тогда эта машина еще была неизвестна, она была даже, по-моему, не анонсирована. Вот я только сразу смотрю, что это за такое? Очень похоже на УАЗик, да? Ну, китайский УАЗик, китайцы УАЗик сделали. Еще, кстати, если вот так посмотреть снизу, напоминает вот эту Ниву старую советскую с такими круглыми фарами, да? Ну, первая ассоциация, конечно же, с УАЗиком. Уже потом я залез в интернет посмотреть, что это была за машина. Выглядела она тогда немножко по-другому, это еще были допроизводственные образцы. Но заинтересовало, думаю, что это такое? Гоняет по пляжу и очень даже бодро. Ну а потом, в общем-то, весь Китай они заполонили, стали очень-очень популярны. До сих пор это ну, такая уже прям субкультура. В городе их просто немерено катается, хотя это, в общем-то, внедорожник, да? По сути, компактный внедорожник. Почему компактный? Длина 4 метра, 76, по-моему, сантиметров. Ну, компактный. Вот мой Стерос точно такой же, 4,7 метра. Только в профиле у нас 1,93 на 1,90 м. Ну и, соответственно, он выглядит как кирпич. Ну и он кирпичом, по сути, и является. В общем, компактный рамный внедорожник. Рама у него там внизу. Да, вот эта вот машинка, вот эта комплектация обойдется на 4 Ваня дороже стандартной.
4 вани, это вот столько получается. Что здесь интересного? В принципе, танки уже официально поставляются в России, их можно купить. Но в Китае на них намного больше опций. Вот эти вот опции, что у нас здесь интересного есть? Вот этот вот бампер передний, он стальной. Сразу установлен фаркоп. Подожди, фаркоп сзади, спереди у нас установлена лебедка. Спереди лебедка, сзади фаркоп, стальной бампер. Воздухозаборник выведен вот сюда на крышу. У нас в России это многим, кстати, понравится, интересная опция. Еще загляни сюда под колесо. Видишь, вон там, вон в подвеске. Я в этом не сильно разбираюсь. Кто знает, скажите, что это. Ну и, соответственно, вот такие вот грязевые колеса. Вот, все это вместе обойдется дополнительно в 4 ваня. Что у нас тут имеется? Камера переднего обзора. Фары хоть и круглые, но они на самом деле светодиодные. Здесь у нас еще какие-то ходовые огни. Как они называются? Парктроники, да? Передние парктроники. Сзади задние парктроники. Вот такие вот интересные у нас тут крылья, тоже кастомные. Пластик, не крашеный. Все это на внешний вид так интересно работает. Зеркала. Зеркала вроде лопухи. Вот кто-то жалуется, что маленькие. Возьмем на тест-драйв, проверим. Выглядит симпатично. Тоже все квадратное, все в одном стиле. Подножка. У всех танков есть подножка. Здесь она опять же железная. Это такая комплектация. И вон там вот еще есть расширенная комплектация за дополнительную цену. Там подножка электрическая выезжающая. Давай, кстати, сразу глянем. Нет подножки. Есть подножка. Забегая вперед, сразу скажу, что это намного удобнее. Вот давай вернемся к той подножке. А вот эта подножка никуда не уезжает. Давай глянем посадку сразу. Так, с какой ноги заходить? То есть тут надо думать, с какой ноги в него заходить. Вот так вот, если правую ногу поставил, нет. Если левую, то в принципе нормально. Но вот выходить тоже надо ставить ногу на подножку. Не дотягиваюсь. А если дотягиваюсь, то я по ней скольжу до самой земли. Все-таки вот та подножка намного удобнее, да? А если я вот так сяду? Нет, все-таки неудобно. Надо привыкать. Что... Вот если бы машинка была чуть повыше, подножка, да, она была бы обязательно, наступил, залез. А здесь как-то она, менее функциональна. Зато на крышу удобно залазить. Здесь опять же металлические. Если здесь багажник поставить, то вот тогда подножка, конечно, отличная вещь. Давай сзади сразу посмотрим, удобно ли залазить назад. Тоже только с ноги. В принципе, если привыкнуть, то будет довольно бодро. Задние крылья то же самое. Задний стальной бампер, дверь. Вот вывесили заднее колесо на заднюю дверь. Опять же, это у нас компактный внедорожник. Колесо поместить внутрь не получается. Поместили сзади, оно еще смотрится к тому же брутально, да? Сразу откроем, глянем. И тут интересный момент, что дверь-то открывается направо. Почему китайцы сделали в этом автомобиле дверь, которая открывается направо? Почему? Я не знаю. Видимо, они копировали лучшие образцы внедорожников. Что здесь считается самыми лучшими? Это японские. Японские, Land Cruiser там какой-нибудь. А там как раз левостороннее движение. Да, и у них калитка открывается направо, в сторону от обочины. Здесь, по идее, должно быть наоборот. Ладно, пускай так. Так, ага, это у нас блокировка, чтобы дверь не закрывалась.
Сеточка тут какая-то. Сразу глянем багажничек, да? Интересно. Не, ну в принципе для компактного внедорожника места тут достаточно. Намного больше, чем у меня в машине. Так. Домкрат есть. Самое главное. А это что такое? Сабвуфер, что ли? Говорят, сабвуфер. Вот, кстати, здесь фаркоп сразу идет. За дополнительную плату можно поставить вот такой и не мучиться. Ну что, по внешке поглядели? Ага. Внутрь залезем или под капот? Вовнутрь. Давай, погнали внутрь тогда. Ох, вот с какой ноги опять заходить? С левой. Зашел, сел, хоп. Мы его включили, но это угонять не разрешает пока. Вот, подожди, поворотник. Знаешь, что я найти не могу? Аварийку. А, вот она. Все, нашел, отлично. Все стандартно. Не, ну в принципе, вот для такой машины я сел, и кресло-то комфортное. Боковые подпоры. Ох. Руль приятный. Нет, ну не ощущается, что я в каком-то внедорожнике, в принципе, да? Ну, как на какой-то Хавал, вот есть вот эти вот общие элементы, вот эта ручка, например, как у Хавалов, вот это, конечно, свое, опять же, напоминает что-то, да? Кругленькое вот это все. Часики тут, Мерседес, Порше в лучших традициях. Интересненько. Что тут у нас? Ну, вот эти дефлекторы, кстати, ну, круглые, вот лично мне удобно. Дизайн, конечно, интересный. Кнопочки вынесли. Это тоже хорошо. Так, давай менюшку заглянем. Где там у нас было? Сейчас у нас все на китайском языке. Давай сейчас включим русский язык, и пусть китайцы потом... Русский, блин, какой-то. Ну, хотя бы английский-то, наверное, есть. Так, настройки. Нет. А вот. English. И как теперь вернуться домой, вот сюда? Ага. Есть Light, Driving. Все, английская менюшка есть, зашибись. Ну тут компьютер не такой шустрый, как на Huawei, да? Так вообще, видишь, я тыкаю кнопочки, есть такая задержка, да? А если мы карту включим? Карта. Но она двигается-то, в принципе, нормально, но вот когда отклик в меню, нажимаешь кнопочку, подождал, включилась. Вот это как бы интересно. Откуда они вот эту ручку взяли? Из того же Хавала, наверное. Мы потом пойдем в салон Хавал и посмотрим, там точно такие же ручки. Значит, переключение режимов у нас здесь, всякие там снег и прочее. Select 4L. Ага, 4L это у нас вот тут. Блокировки. Вариант, соответственно, привод задние колеса, полный привод с блокировкой центральной. Так, здесь у нас все остальные кнопочки, соответственно, задняя блокировка, передняя блокировка. Угу. Танковый поворот. Попробуем? Да, обязательно. Обязательно. Хочу попробовать. Так, тут у нас... Вот это я не знаю, что за кнопка. Надо будет посмотреть. Это автоматическое определение, значит, препятствий на дороге, автохолд, автопаркинг, удержание в полосе, режим снег. Ну, в принципе, все, что нужно, и кнопочки. Смотри, тут еще вот тебе не видно, наверное, дай-ка покажу. Вот тут вот слева еще есть кнопочки управления. Вот и вот. И даже небольшая такая шкатулка. Прикольненько. Так, руль. В общем, меню управления руля. Матовые кнопочки приятные, кстати. Никакого глянца тут тебе. Вот, радио включил. Будет теперь нам мешать. Как его выключить? Выключил. Отлично. Давай, держи дальше.
Нет, слушай, я уже минут 5 тут сижу, и, в принципе, мне комфортно, мне нравится. Кстати, крыша. Шторка у нас тут такая. Не автоматическая. Механическая, вот. Отвык А уже здесь, от этого. соответственно, кнопочки. Ага. Открыть люк, закрыть люк. 2 кнопки. Так, голосовой, вызов голосового помощника, лампочки, футлярчик для очков. Ага. Тут у нас лампочки. Вот так вот получается, кнопочкой. Так, зеркало глянем. Маленькое. С подсветкой. Ладно. Что еще интересно? О, вот эти ручки мне нравятся. Кстати, сделано здесь все, в принципе, из пластика. Но оно такое под кожу. Вот здесь вот мягенькое. Ручка такая из шероховатого пластика. Подсветочка светодиодная вот здесь вот. И в двери тоже вот так светится, да? Так. Тут голимый сплошной пластик. Ну, в принципе, машина утилитарная. Тут много кожи и не требуется. Вот сиденье кожаное, то хорошо. Так, тут у нас что, крючочек какой-то выезжает. Бардачок. Пластик, ничем не обтянут. Нормально, как в легковом автомобиле. Подлокотник, кстати. Подлокотник ничего, нормально. Локти на одном уровне. Сидеть удобно, руль хватать удобно. Сидушка регулируемая, это тоже все удобно. Открываем. Такие тут отсеки у нас туда-сюда катаются. Подстаканники. Подстаканники, кстати, снимаются. Можно вот так вот сделать. Можно вернуть. Тут бардачок. Бардачок внутри пластик. Есть, кстати, вентиляция бардачка. Что-то охлаждает, наверное, от кондиционера. Подогревы переднего, заднего стекол. В этой комплектации есть подогревы сидений. В Китае, кстати, есть еще комплектации с подогревом сидений, с обдувом и с массажем. Но не во всех. Так, ладненько, давай назад перейдем. Посмотрим, что у нас там. Так, сидушку я отодвинул. Опять заходить с левой ноги. Хоба. Вот я пассажир. Ага. Вот это вот у всех у них одинаково, вот эта вот тема с крышей. Так как здесь люк у нас отъезжает, вот эта часть очень низкая. Дальше идет такой подъем на крышу. И вот если моя голова здесь, все замечательно, но я эту вот так вот сижу. И все, тут даже палец не помещается. Ну это чисто для люка, да? А так он во всех комплектациях одинаковый. То есть нету версии, например, без люка. Он обязательно будет, и будет вот такой низкий потолок. Вот попробуй сам сесть. Ну и что, как тебе крыша? Крыша очень низкая. Мне это не нравится. Да, здесь есть подъемчик, но неприятно. Ладно, давай, что у нас тут? Стаканчики. Удобный подстаканник, приятное сиденье. Он есть, и ладно. Ну, в принципе, тут вообще как, ну, что у нас? Снизу воздух регулируется. Кармашек какой-то, 2 зарядника. Все, пассажирам необходимый минимум есть. Нет, все-таки мне неудобно сюда залазить и вылазить. Ух ты, точно, надо привыкать. Нога ставится не на Короче, да. подножку, а сразу на пол. Вот если брать, то вон с той подножкой. Да. Так, смотри, заднее сиденье еще у нас складываются здесь не классическим образом, но так тоже можно, да? Но Ага. оно не до конца уходит. А как? Здесь оно вот таким вот образом. Ух Раз, ты. раз. И тогда вот тут у нас получается ровный пол. Точно, можно ложиться спать. Ну вот я лично не влезу даже по диагонали, он квадратный выходит. Давай вот этот опусти еще. Ага. Вон там он щелчок. Для детей пойдет. Он квадратный. Ну, Ложись. нет, ну если не спать, а просто там активный отдых, тогда нормально. Во, почти влез. Ну так еще ничего, да. А тут,
Слушай, а в этой комплектации на динамиках сэкономили. У них вот там во всех Infiniti стоит, а тут вот ничего не написано. Я только заметил. Не, все, короче, не хочу этот. Пошли в тот, который Infiniti. Окей, сейчас. Вот этот вот серенький. А давай сразу глянем, что тут у него. Ну вот, вот этот классический бампер, стандартный, скажем так, пластиковый. Вот тут какие-то декоративные элементы блестящие, покрашены в цвет кузова. Нет? Нет, они просто серые. А вот крылья покрашены в цвет кузова. Вот это отличие. Вот, когда вот подножка выезжает, она не вот здесь, она вот здесь. И вот с такой подножкой можно хоть с правой ноги, хоть с левой залезть. Удобно. Я бы не сказал, что прям вот как из легковой выходить, но все равно так удобнее. Хочу вот такую подножку. Так, мы сюда вернулись, чтобы динамики посмотреть. Вот они. Infiniti. Наверное, он будет лучше звучать. Так, а что здесь еще интересного? Ну, а больше я тут не вижу никаких особо серьезных отличий по комплектации М. То есть у них там чем дороже, в принципе, есть три основные комплектации стандартные. То есть одна самая для нищебродов, где-то 22 ваня стоит. Одна самая навороченная, где со всеми электронными помощниками и со всей электроникой, с подогревом, с вентиляцией сидений, она 24 ваня стоит. Ну, есть еще какой-то там промежуточный вариант. Либо можно взять что-нибудь подешевле и добавить только те опции, которые тебе нужны. Либо еще дополнительные обвесы, как вон те, вот мы только что смотрели. Тоже такие опции есть. Так как вот эта вот комплектация у нас слегка расширенная, это не максимальная, это средняя комплектация. Тут есть еще интересный бонус. Я не знаю, есть ли он в российских комплектациях, но вот здесь он есть. Что здесь необычного? Я не вот про эту шторку говорю. Заглядываем сюда. Вот это вот. Ага. Это же столик. Та-дам! Все. Приятный бонус. Неси пиво и шашлыки. Будет сделано. Собирать не буду, сами соберут. Ну, прикольно же, да? Очень круто. Давай еще тут черники тогда, так и быть, посмотрим. Давай. Самый затюнингованный. По-моему, он уродский. Мне тоже так кажется. Ну, короче, вот такой обвес еще где-то 5 ваней дополнительно стоит. Но это только обвес, внешний вид. Внутри там ничего не изменено, это самая базовая комплектация. Совершенно безвкусица. Смотри, здесь вот стекляшка. Закаленное стекло. А давай под капот мы посмотрим вот в этом агрегате. А, я только что заметил, у него еще и стекла тонированные. Посмотри, у всех остальных стекла не тонированные. Красота. Так, что мы здесь имеем? Сколько лошадок? Ну, движок 2-литровый, турбовый. Вот такие вот у него характеристики здесь напишем. Опять же, я посмотрел буклетик только что, и там написаны вот эти все ньютон на метр, там и прочее, но нет лошадиных сил. Наверное, что-то скрывает. 220 смотрел я вчера в интернете. Да, но интернет знает все, их тут 220. Движок стандартный. Тут, кстати, что интересно, производитель заявляет, что лить сюда можно 92-й бензин. Ну, вот смотри, 2-литровый турбовый мотор, машина массой 2200 и 92-й бензин. Как-то не стыкуется. Короче, 95-й не ниже.
если не хотите, чтобы он сдох где-нибудь у вас. Зацени, болты уже заржавели. Это демонстрационный экземпляр, видишь? А болты-то не из нержавейки, они обычные. Они уже ржавчиной покрылись. Прикольно, да? Воу. Не, вот это мне все-таки больше нравится. Тут и шумка есть дополнительная. Кто это сказал? Какое-то оборудование тут накидали. Ну что? Ну, мотор. Мотор и мотор. Что тут смотреть? Мне вот интересно снизу посмотреть. Ага. Защита картера железная. Это хорошо. Здесь вот прошины буксировочные. Это тоже хорошо. Так. Минимальный клиренс заявляют 224 миллиметра. Ну, похоже на то. Давай еще сзади глянем. Опа. Ага. Здесь тоже у нас буксировочные прошины, 2 штучки. Ага. Задний мост неразрезной. Пружины. Все как положено. Вот с этой стороны он мне еще больше УАЗик напоминает. Да. Мы еще вот этот вот оранжевенький не полапали. Угу. А здесь вот, кстати, крылья не крашеные. И бампер немного отличается. Здесь нет вот этих дурацких вот нашлепочек, вот этих блестящих на углах. Хотя это вроде как самая дешевая версия. И вот она, та самая стандартная подножка. Самая обыкновенная. С которой так неудобно садиться и будешь все время пачкаться. Оранжевый тоже прикольно смотрится, но мне зеленый больше почему-то нравится. Вот так должны отдыхать танководы. Это все в багажник. Но столик не нужен, там свой есть. Стульчиков накидать только. За отдельную плату можно взять лопату. Органайзер, нашлепка. Стальная защита. Пора, наверное, на тест-драйв. Погнали. Вот нам подогнали на тест-драйв машинку. Вообще какая-то зелененькая. Сейчас покатаемся. Тут даже салон отличается. Сейчас глянем. А сколько разгон? А, что-то там 13 секунд до сотки, да? 9,5, чувак. 9,5. Так, блин, я все еще неудобно сижу. Сейчас маленько назад отъеду. Спинка повыше. Руль, а вот руль повыше. Вот так вот. Китайцы низкие. У меня приборку закрывает рулем. О, он поехал! Я еще шторку хочу открыть вот так, чтобы было посветлее. Сразу еще заметно, сижу высоко. Это уже не кроссовер, это уже прям внедорожник. Маленький, но внедорожник. Блин, в Китае вот я хотел найти какое-нибудь бездорожье, чтобы вот можно было хоть как-то его испытать. Но здесь на сотни километров вокруг все залито в бетон, закатано в асфальт. Зеркала, говорят, маленькие. Но в принципе вот они вертикально расположены. Если было бы горизонтально, было бы получше. Но в общем-то все видно. Не жалуюсь. Знаете, что я сразу заметил, вон там, где у меня нога левая, на подножке стоит. Немножко не доворачивается, у меня пятка налево. Но это так, субъективное ощущение. А
вот в коленях места полно. Это хорошо. Ничего никуда не упирается. Удобненько. Зеркало заднего вида. Видно, все нормально. Амбразура большая. Вот, в спорт-режиме он поехал, как я люблю. Давай-ка направо уйдем. Кстати, по расходу. Вон там, в офисе я буклетики полистал, и они заявляют расход 9,7 литра на сотню. Интересно, как они его замеряли. Не, ну понятно, зачем им такая цифра нужна была, 9,7. Вот не 10,1, а 9,7, что такой психологический порог в 10 литров. Как бы меньше 10 литров. Но на самом деле, камон, гайс, какие 10 литров? Тут 2 с лишним тонны веса и 2-литровый мотор. О чем можно говорить, какие 10 литров? Ну, в лучшем случае 15, я так полагаю. Ух, чувствуется, что тяжелый агрегат. Но в целом он едет. И это нравится. Слушай, как давно я не слышал шум мотора. Вот что значит ездить на электричке. Уже отвык. Слушай, встал в спорт-режим, и мне нормально. Едет так, как я привык. Остальные даже пробовать не хочу. О, вот здесь хочу направо. Обратно-то пробка. Короче, обратно ты сам поедешь. Слушай, я реально габаритов-то особо-то и не ощущаю. Вот он, как заявлено, компактный внедорожник. Он так и есть компактный. Единственное отличие от легкового автомобиля, от любого кроссовера, что я здесь сижу просто намного выше. И у меня офигенный обзор. Давай проверим, как у него с разгоном. Стоим на месте и погнали. По моему внутреннему секундомеру как раз около 10 секунд. Давай еще разочек в обратную сторону. Нет, конечно, вот этих ощущений, что тебя в сидушку вдавливает, и переключение коробки передач ощущается очень заметно. Еще раз. 3, 2, 1. Погнали. 4, 5, 6, 7, 8. Ага. То же самое. Знаешь, еще хочу попробовать перестроение на скорости. Хотя бы 60. Слушай, мягко как вообще. Мне кажется, в Huawei M7 больше крены были вообще, хотя она пониже. А тут у нас внедорожник. Его валит, конечно, но он дорогу держит хорошо. Это прикольно. Ну что, давай твоя очередь. Да. Гонщик едет. Обхватила. Точно, фотки надо. Ну-ка, как у нас тут на пассажирском сидении? Вообще комфортно. Нормально. Ручки вот этой не хватает вот здесь, да? Как в Хавале была такая. А, вот же она. Все, нашлась. Ручка есть, все в порядке. Как тебе? Очень нравится, но сейчас время пробок. Это мне не нравится. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Или типа того. Еще мне, знаешь, какая мысль в голову пришла по поводу вот этого расхода в 15 литров. Ну, как бы
Мы живем в такое время, когда, имея расход на машине в 15 литров, можно смело клеить наклейку на задний бампер «Fuck fuel economy». Вот мы с тест-драйва, в общем, вернулись. Блин, хочу пожаловаться. Нам не дали испытать вот этот самый танковый разворот. Мы только для этого ехали сюда в салон, чтобы попробовать вот этот разворот, как он реально работает. Но нам говорят, это только на песке, а здесь песка нету, здесь асфальт, и поэтому он отключен. Извините, пацаны, в другой раз. Ах, все-таки какой красивый, зелененький, мне нравится. Какие наши будут впечатления? Ну, давай по порядку. Что понравилось, что не понравилось. Машина понравилась. Отличная. Но тут не совсем понятно, это что, УАЗ на максималках или это гелик на минималках? Мне кажется, сразу и то, и другое. Вот мы по городу прокатились, отлично по городу идет. В принципе, думал, вот зачем такая машина в городе? Это же для бездорожья, да? Но вот мы покатались, а она вот реально как вот ощущается как нормальная машина, легковая практически. Только сидишь очень высоко. Еще понравилось, как едет. Особенно спорт-режим. Все остальные даже не пробовал. Включил спорт, еду на спорте, мне комфортно. Чем-то напоминает. Ну, в принципе, динамики хватает даже для вот городской езды, где-то быстро ускориться, там где-то кого-то обогнать слегка. Хватает. Идет при этом достаточно мягко, спокойно. Не кренит его, не шатает, не болтает, руль, управляемость. Но все в порядке, даже не знаю, к чему придраться. Машина утилитарная. И вот так вот с головой хватает. И комфорта, ну и понтов, может быть. Из того, что не понравилось, это, конечно же, подножка, которая не убирается. Наверное, единственный такой большой смачный минус для меня. Надо брать подножку, которая выезжает, с ней реально удобнее. Ну и расход топлива 15 литров. На наше время это как-то очень много. Ждем гибридную версию. Наверняка с ней будет как-то пободрее. Посмотрим, сравним. Я изначально думал, что в Китае такая машина не нужна. Но зачем бездорожник? Как он называется? Внедорожник? Бездорожник. Подорожник, блин. Зачем внедорожник в Китае, если здесь нет внедорожья? Ну, покатавшись по городу, в принципе, как бы, ну, машина-то ничего такая, прикольная. Себе бы взял. В Китае, наверное, все еще нет, но вот в России я бы сильно задумался. Там и топливо дешевле, на эти 15 литров вообще по барабану. Но самое главное, как она катится, как она едет, ощущение вот это вот, когда ты сидишь высоко. Выше всех. Да? Что, есть еще какие мысли по поводу? Короче, мне нравится. Я бы взял. Ну а на сегодня все.